Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи. Как всегда, по субботам. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Юрий, ну что, у нас, конечно, неделя аховская, я имею в виду внутриукраинская, но если так вот немножко оглянуться по сторонам, то вообще неделя аховская и в контексте глобальном, потому что удары по Ирану, кажется, уже никого не удивляют. Иран объявляет о том, что если будут наноситься еще более мощные удары, а их готовит Трамп, и Трамп говорит, что они не за горами, то, в общем-то, будут поражать объекты недвижимости Трампа на Ближнем Востоке, а также будут, ну, что называется, бить по базам не только в регионе. Сегодня пришли новости о том, что Иран ударил по Иордании, в общем-то, Бахрейне, Кувейте, в общем, по этим базам. Сложно понять, что там осталось от этих баз, но, тем не менее, в Ираке уже, в общем-то, поднимают голову исламисты, которые тоже, в общем-то, не только новая аятолла, а и они обещают Трампа убить. Вместе с этим Трамп, конечно, в преддверии чемпионата мира, завершения, финала, Испания, Аргентина, говорит, а давайте и следующий у нас проведем. И, конечно же, выглядит это все как какой-то гротеск. Как вы оцениваете происходящее на Ближнем Востоке? И действительно ли вот сейчас, пребывая вот в таком раже от ударов по Ирану, можно наломать серьезных дров? Вы знаете, господин Трамп уже наломал таких серьезных дров, что последствия нам будут еще аукаться очень долгие годы. Но даже вот за прошедшую неделю, я напомню, что США бомбит без перерыва Иран уже 7 дней, начиная с 11 июля. Вот только за эту неделю было зафиксировано Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран 38 погибших и 400 раненых. Было уничтожено 6 мостов. Что такое мосты? Фактически это гражданская инфраструктура, потому что Иран не перебрасывает через мосты никаких военных, и вообще Иран не развязал, к слову, ни одной войны. Это тоже очень важно понимать, потому что вы знаете, что нас все эти годы пичкали тем, что мировой безопасности угрожает Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, другие представители оси зла. Но поразительно, что ни одна из этих стран не развязала войну. Даже знаменитая иракско-иранская война была начато по инициативе Саддама Хусейна, который хотел прибрать себе приграничные нефтеносные районы. То есть в этом случае агрессор, он очевиден. И сейчас ситуация может выйти далеко за пределы Ирана и Ормузского пролива. Мы видим заявления йеменских вооруженных сил. А все-таки Баб-эль-Мандебский пролив, на минуточку, это 30% всех перевозок, например, контейнеров. По нефти там чуть меньше, около 10 всех мировых перевозок. По контейнерам очень серьезная ситуация. И если хуситы на самом деле начнут блокировать этот пролив и прекратят транспортировку и контейнеров, и нефти, то это вызовет очень серьезный рост на углеводороды. Не 5% пока, который мы наблюдаем за эту неделю, нефть поднялась на 5%, а некоторые предсказывают до 50% и выше. Но есть еще один пролив. Это в плане творческой, так сказать, творческого предложения руководству Ирана или каким-нибудь иранским Петровым и Башировым. Есть Малакский пролив в районе Сингапура. Так вот, в самом узком месте, в районе канала Филлипс, его ширина составляет 2,7 километра.
Если условно какой-нибудь танкер получит там повреждения, а не дай бог затонет, а в том месте глубина не более 200 метров, то это парализует вообще всю мировую торговлю на планете. Но я хочу сказать, что не надо быть каким-то очень дальновидным политиком, аналитиком, чтобы понять, что Трампу нужна победа. Мы это с вами обсуждали в эфире. Поэтому в любом случае к ноябрю он попытается либо расширить свою операцию против Ирана, какой бы авантюрой она ни казалась, либо, например, осуществить высадку десанта, последующую, ну, если не аннексию, то смену режима на Кубе. Ну, просто, понимаете, с точки зрения политических технологий, ну, нет другого варианта. Ну, просто у Трампа нет другого варианта, кроме как скормить американцам какую-то победу. Победы нет. И не будет в случае Ирана. Не будет. Даже если Трамп попытается силами прокси, либо силами своих военных, а вы видите, сколько бомбардировщиков и топливозаправщиков снова полетело с американских, британских баз на Ближний Восток, снова туда полетело, да, что он думает расширить операцию, в том числе до наземной. Я думаю, что он предполагает, что может высадиться вдоль этого пролива и взять его под контроль. Но это, казалось бы, безумная идея. Ну а разве нападать на Иран не было безумной идеей? Ведь регион был абсолютно спокоен, абсолютно подконтролен, шло мирное существование. Но, к сожалению, израильское лобби взяло полностью под контроль Трампа, а Трамп взял под козырек все идеи израильского лобби. И если раньше кто-то мог говорить, а это там у Александра Шелеста в эфире псевдоаналитики предполагают, то, извините, вице-президент США в своем интервью, выступлении, все сказал, все, что обсуждали в ваших эфирах, что Трамп попал, ну, он не сказал Трамп, он сказал, что есть израильское лобби напрямую, да, которое срывает всяческие попытки нормализации, подстрекает к тому, чтобы американская сторона еще больше затягивалась в конфликт. Это сказал сам вице-президент США. Кстати, я думаю, что он, возможно, будет следующий, после Чарли Кирка. Вот. Ну, там найдут не визитку Яроша, а, наверное, визитку Хамини-младшего. Не дай бог, конечно, на месте преступления. Вы, кстати, да, вы, кстати, не говорили неоднократно, что что-то должно произойти, и вот мы видим, как эти танцы вокруг того, что Трампа хотят убить, а кого-то хотят убить, то иракцы, то иранцы. В общем, такая, знаете, истерика как повод и оправдание для дальнейших действий. Хорошо, но если мы видим эту ситуацию с проливами, если мы видим эскалацию с точки зрения высадки на остров Харка или наземной операции какого-либо типа, то это максимально нелогично с точки зрения выборов у Трампа. Ведь ему нужен растущий рынок, ну, то есть ему нужны победы, ему нужно вот что-то, и у него очень маленькое, такое узенькое окно возможностей, чтобы что-то предпринять и как-то выпутаться. И вы заметили, как поменялась риторика через эту неделю вокруг Ирана? Если раньше все говорили, что Трампу нужно выпутаться, вот вы сейчас другую формулу привели, Трампу нужна какая-то победа, понимаете? А тут какая победа может быть? Ну, то есть победа только это уйти красиво. Он же высказал идею, что давайте мы будем брать с Армуза денежку и будем хранителями. А потом проходит какое-то время, видимо, ему объяснили, что это очень опасный прецедент, и это плохо, ну и он откатил назад. И вот точно так же действует Трамп. Посмотрите, у него какая история. Он, как это, шаг вперед и два назад. Как вот это вот в танцах, да? Шаг вперед и два назад. Но ситуация не разрешается, а, кажется, только усугубляется. Потому что горит, как вы подметили, весь Ближний Восток в принципе. Саудиты бомбят хуситов, хуситы тоже на низком старте. В общем, такая сложная ситуация.
Очень сложная ситуация, но, понимаете, я бы позволил себе некоторые корректировки в ваше предположение, что Трампу выгодно, когда рынок будет расти. Да ему выгодно и когда рынок будет падать, если он обладает и этой инсайдерской информацией, использует ли ее для своего обогащения. А как мы узнали из данных агентства Reuters, только за первые 2 года своего президентства состояние Трампа увеличилось как минимум на 2,3 миллиарда долларов. В том числе на криптовалютных проектах более 1,4 миллиарда долларов. На этой неделе пришла интересная новость, что поймали суфлера Трампа, точнее техника, который загружал текст, значит, его выступлений и параллельно лудоманил. Ну, лудомания, вы знаете, это игра на этих всех ставках. То есть он, видя, значит, какие слова будут в тексте, он сразу же оформлял ставки на полимаркете. И заработал таким нехилым образом 100 тысяч долларов. Вот. Так вы представьте, сколько зарабатывает Трамп, и ему, как биржевому спекулянту, и всем окружающим его аффилированным лицам, в принципе, все равно. Это будет падение или это будет рост. Зарабатывать можно же и на лонгах, и на шортах. Но другое дело, что его заработок, возможности для заработка резко сузятся, когда он потеряет контроль над Палатой представителей. Пока цифры на сегодняшний день, вот на 18 июля, показывают, что рейтинг у него 37%. Это, скажем так, не такой уж маленький, то есть с него можно стартовать в случае какой-то победы, но и это, извините меня, даже не 50%, которые, и даже более, которыми он обладал 2 года назад. Поэтому в любом случае, с точки зрения политических технологий, особенно того, что значит, мы обсуждали с вами в американской политической культуре, ты должен всегда быть победителем, а не неудачником, то результат какой-то к ноябрю должен быть представлен. На сегодняшний день результата никакого нет. И даже если мы касаемся футбольных всех матчей, которые вы затронули, даже тут Трамп сел в лужу, потому что он, используя телефонным правом, надавил на руководителя FIFA, американского игрока вернули обратно в чемпионат, после чего сборная небольшой Бельгии разгромила супердержаву. Вот. То есть даже тут Трамп сел в лужу. Это очень важный момент. Ну, Поэтому по либо футбольным меркам США это небольшая команда, а Бельгия все-таки футбольная страна. Тут как бы немножко другой расклад, но тем не менее. Вопрос, чего от него ждать в контексте российско-украинского противостояния. На фоне вот того, что происходит. Если мы, там, подводя черту под темой Ирана, говорим, что это надолго, то, соответственно, как тогда себя поведут товарищи Уитков и Зятьков, которых вчера в Суве вспоминал Лавров. Ну, в общем, как тогда мирный трек и процесс урегулирования пойдет, ну и что тогда с дедлайном, а все как бы аналитики сводятся, ну, многие аналитики сводятся их мнение к тому, что вот там условно там до 3 августа у Зеленского есть карт-бланш на вот эти 40 дней и операции, а вот после этого вот что-то якобы Трамп предъявит и возьмется. А как он возьмется, если у него Иран? А как Европа будет поддерживать и помогать Украине, если у Европы Иран и дефицит товаров и нефти через проливы? То есть мы, если складываем эту картинку и приводим к общему знаменателю ситуацию в наших в наших широтах, да, то получается какая-то очень неопределенность. Причем такая не то, что стратегическая, а глобальная. Ну, прежде чем переходить к нашим широтам, я хочу сказать, что у Трампа были еще и есть до этого конфликта с Ираном военного
были союзники на Ближнем Востоке, персидские монархии, так называемые. Что показало военное противостояние между США и Ираном? Что Трамп не защитил своих военных союзников. Это очень важный момент. Сегодня в огне и Бахрейн, и Кувейт, и Катар, и Саудовская Аравия, и ОАЭ. Например, пассажирские перевозки в ОАЭ упали более чем в 2 раза. То есть это, безусловно, оказывает удар на доходы персидских монархий, стран Персидского залива. То есть по этому моменту мы можем предположить, что если Трамп не защитил даже самых преданных своих союзников, у которого и у него же там недвижимость, объекты недвижимости на сумму десятки миллионов долларов, которые вот подсветили недавно представители иранской стороны, сказав, что будем бить по ним, то что он может сделать в Украине, тем более без желания украинского политического класса. Но я хочу сказать, что действительно через меньше чем 3 недели истекает вот эта операция, которую анонсировал Зеленский. Ни одного успешного эпизода этой операции, слава богу, мы не увидели. Здесь надо высказать глубокую благодарность Федеральной службе безопасности Российской Федерации, которая предотвратила и операцию «Паутина-2», и операцию, связанную с атакой оборонного завода в Московской области. Кстати, хочу сказать, что с момента пересечения белорусской границы наши спецслужбы работали синхронно с ФСБ и вели этот груз, потому что нужно было установить, куда его везут, где он разгружается, да, и кто основной исполнитель. Но обратите внимание, что когда мы ездим через границу с Шенгеном, у белорусов потрошат даже кошельки, понимаете? Вот даже кошельки. Даже женщины писали в блогах, что пакеты с прокладками разрезали и смотрели, нет ли там какого-то запрещенного. А тут наши уважаемые европейские партнеры пропустили целые фуры, набитые смертоносными дронами. И никакой рентген их не увидел. Это я к чему говорю? Что и по этому эпизоду, и по всем другим эпизодам, которые раньше всплывали, помните, они там на Грузию взрывчатки для Крымского моста поставляли, в другие транзитные страны, говорится, это все свидетельствует о том, что они вовлечены в террористическую деятельность против Российской Федерации. Террористическую деятельность, потому что не увидеть через рентген такое количество военных изделий невозможно. Поэтому по итогу, тут все понятно, значит, по итогу вот этих прошедших 20 дней я хочу высказать огромную благодарность российским и белорусским спецслужбам. Это действительно замечательный кейс. Значит, у Зеленского остается 20 дней, чуть меньше 20 дней до ультиматума, до его там блестящей операции. И, возможно, то, что он поменял и руководство службы безопасности, возможно, он рассчитывает на какой-то результат. Тем более, что поставил в руководителя самого отъявленного отморозка, о котором мне рассказывали некоторые депутаты Верховной Рады, которые сейчас находятся, как и от 7 до 40 тысяч, по разным оценкам, украинцев в заключении. Они говорили про вот этого номинанта, который Зеленский назначил ИО, что это отморозок, палач, и он лично пытал одного из депутатов, который ездил на переговоры в Республику Беларусь. Не буду называть его фамилию. То есть при назначении вот этого мерзавца, который вроде бы раньше был, как и все эти Шариковы, которые дорвались до кормушки при Зеленском, вроде бы был каким-то постовым в Запорожской области. По крайней мере, мне так рассказывал этот депутат. Значит, про господина Поклада или Поклада.
Значит, поэтому, мне кажется, вот описав всю эту картину, что Трамп вряд ли окажет какое-то воздействие, несмотря на то, что Кремль действительно хочет договариваться, и мы неоднократно говорили в эфире, даже вот в прошлом приводил аналогии, что сейчас в Кремле находятся самые либеральные либералы, аллегорически, с той точки зрения, что все остальные политики требуют более решительных мер и возмездия. И поэтому вот эта вот мантра украинской стороны, что мы сейчас вот, не знаю, убьем Путина, расправимся с ним, и все закончится, оно по определению не соответствует действительности. Не, Если ну, вы смотрите, Путина убьете, все только начнется. давайте так. Либералы либеральные, они там то надежде натаскают, то этого ремесло задержали. То есть там нормально все с либерализмом, как бы в России с точки зрения... И за что? За интервью Собчак, понимаете? По поводу этого ремесла. Значит, по поводу либерализма понятно. Ну вот вы говорите, нет никаких успехов. Но опять-таки у нас сегодня с утра, как говорится, вот это вот новые картинки. Вот летит дрон и поражает склад в электростале, значит, Wildberries. Ну, это marketplace, это когда через интернет вот это можно покупать все на свете. То есть это вот так один из этих ударов. Вот здесь, собственно, да, вот второй удар уже с другой стороны наносится. Вот это вот эти дроны лютые, или как их там, собственно, назвать. Да, и люди смотрят, конечно, все в шоке. Было несколько попаданий. Пожар огромный, и причем, что важно, такой силы, что небо застилает. Да? То есть это, конечно, картинка лютая. Да? Вот все в дыму. И получается, опять у нас как бы ну, успех. Только если попытаться проанализировать вот эти утренние картинки ударов прошлой ночью, то как-то все равно выходит, ну, выходит очень и очень на перспективу плохо. Что я имею в виду? Ну, во-первых, там не только электросталь, а еще и Котовск Тамбовской области. В том Котовске тоже склад Wildberries, погибло 7 человек. И там еще с десяток получили ранения. Это как бы гражданский объект, это бизнесмены, предприниматели сразу быстро бросили, что там по новым правилам Wildberries они ничего не должны никому платить. Ну, людям, которые, хозяевам товара, да, или которые купили товар, ничего компенсировать не будут. И вот это все, вот это как бы с утра, вот это вот, смотрите. Но это же понятный ответ. Ответ бессилия. Удары по новой почте, подобном ну, там, почтовом операторе, по складам, по логистике со стороны России по Украине. Ну, он не то что-то, я не говорю, что он оправдан. Понятное дело, что наносит тоже ущерб предпринимателям, и гибнут гражданские, и все остальное. Но мы видим, что на территории Украины, которая простреливается вся, под маркой там, новой почты, эпицентра все равно перевозятся те или иные грузы. Поэтому тут как бы можно развести руками и сказать вот так. На Wildberries ты вряд ли там патроны, гранаты и, в общем-то, беспилотники можешь найти. То есть это конкретный ответ на ответ. Я хочу это подчеркнуть. То есть если условно догоняющей стороной всегда была российская сторона, то сейчас Украина понимает, что вот эти удары с красивыми картинками по, что там всякие там китайские товары разные там, не знаю, ну все на свете там продают на этом Wildberries, это как бы уже ответ на ответ, это потому что не получились, как я понимаю, если верить ФСБ, не получилось там в Подмосковье операция с этим Киевстоунером, не получилось подорвать Керченский мост, сорвали, вот тоже на Медне эту спецоперацию, по крайней мере так объявили, да, и тут нужно делать какую-то симметрию, картинку и так далее. Но разница заключается лишь в том, что за вот это тоже будет какой-то другой ответ. И вот тут мы спускаемся вот в этот размен вот этими ударами, который уж точно экономически по очкам, что называется, Украине не будет выгоден. Потому что уже сейчас сообщили, что
100 километров, готовьтесь, заправки, склады, все, что ездит, все, что шевелится. Вчера даже ГУР давала украинский анонс о том, что никаких автобусов, фуры, перемещений. Короче, россиянам дали приказ уничтожать все. Так кто от этого выигрывает? И, ну, опять получается, людям нужно 40 дней потерпеть, ну, или там до 3 августа потерпеть, а потом что? Так, а потом дальше это продолжится. И когда у нас меняется, в Украине меняется вот этот правительственный состав, они же говорят, надо зиму пережить. Так а с чем пережить? Ну, то есть отгрузки экспорта там семечки, подсолнечника, проблемы, удары по складам, по логистике, проблемы, удары по объектам инфраструктуры, проблемы, и это, кажется, только начинается на фоне этой эскалации. Кто ведет, у кого счеты, кто бухгалтер, кто ведет эту калькуляцию? Неужели только медийщики и пиарщики? Тут больше интересно, кто зарабатывает. Кто зарабатывает, мы с вами знаем по росту стоимости акций военно-промышленных предприятий Запада, по дикому росту благосостояния украинского политического класса. Ну, кого не берут, у всех там Роллсы, Бентли, Феррари, да, и все забито в долларах. Вот они и есть бенефициары военного конфликта. И пока не обновится, не сменится политический класс, не дойдут они до всего своим умом, ничего не произойдет. До чего должны они дойти своим умом? До того, что надо с соседями договариваться. Наверное, при нынешнем составе политического класса не будет, потому что они не связывают свою жизнь с Украиной. Даже вспомните этого львовского адвоката, который был министром обороны, мерзавец Резников, как он бил себя в грудь, что любит Украину, ну, получив гигантский откат, он просто убежал и сейчас прячется где-то в Израиле. Правда, иногда с картонками выходит. Смотрите, когда я говорил про 40 дней операции, я говорил про операцию СБУ, которую анонсировал Зеленский. То, что связано с беспилотниками дальними, с мидл-страйками, это, наверное, все больше относится к Сырскому и к военной разведке. А СБУ проводит вот такие точечные диверсионные операции. И пока за прошедшие 20 дней ни одной успешной операции нет. Что касается ударов по территории России, конечно, у Зеленского есть определенный успех. Он остановил судоходство в Азовском море, фактически. Это ж нельзя отрицать. Мы все время недооцениваем какие-то успехи Зеленского. Но они тактические, а не стратегические. В этом принципиальный момент. Все равно он не переломит ход войны, как бы ему ни казалось. И когда я говорю, что сейчас находятся в Кремле самые либеральные либералы, аллегорически говоря, это я говорю в связи с тем, что они все время через пресс-секретаря других политиков показывают о том, что они готовы договариваться. Мы готовы обсуждать, мы готовы договариваться, когда будет какое-то желание. Так вот в этом принципиальное отличие, и мне, например, непонятно, почему-то украинская сторона настолько оторвана от российских реалий и хочет, все сводит к Путину и, так, значит, к необходимости его нейтрализации. Мы же еще раз объясняем, что Путин – это единственный, с кем можно договориться в нынешних ситуациях. С другими российскими политиками украинская сторона не договорится. Потому что все уже надоели до такой степени, что хочется вообще сделать непригодной для жизни эту территорию в качестве буфера отдельным российским политикам. И эта тенденция поддерживается абсолютным большинством российского народа. Что касается лежащего в зале суда Надеждина, там ремесло, а с чего вы взяли, что они либералы, такие же, как Собчак?
Наверное, все либералы настоящие давно из России выехали. Я не исключаю, что это как кем-то организованный спектакль из имеющихся политиков для того, чтобы выявить, может быть, возможности политической турбулентности в преддверии выборов. Да? Потому что слишком уж переписка Собчак показала нам, что стоит за вот этим откровенным либерализмом. Нет ли такой же истории с Надеждиным и ремеслом? Ну, ремеслом понятно, но Надеждин 1000 рублей штраф. Ну, наверное, это не самая сильная репрессия. Наверное, бывали времена, когда бы Надеждина повезли сразу же туда бы, в черном воронке, в другое место, а не в сберкассу оплатить 1000 рублей. Ну, в этом ничего Поэтому нет хорошего. Давайте тоже так. В воронках, я имею в виду. и в воронках, и если они действительно там... я ничего не вижу хорошего в том, чтобы бороться с теми, которые высказывают свое мнение, отличное от мнения власти, и не осуществляет никаких преступных действий. Никаких там попыток террористических актов, да, организации каких-то мятежей. Просто вот они, допустим, против войны. Я не считаю, эффективным и не согласен с тем, что их сейчас выпиливают, потому что выпиливать не их надо. И не тех, кто меняет ценнички в магазине, и не тех, кто ставит посты или какие-то лайки, а выпиливать надо тех, кто говорит: надо убивать 50 тысяч русских в месяц, например, да? Ну, Как господин выпилили. Федоров. Выпилили Вот Федорова. таких надо выпиливать, подонков, преступников, фашистов и укронацистов, а не этих подростков обдубашенных. С подростками надо говорить, потому что все равно найдут других подростков. И что, мы всех садить, что ли, будем за какие-то лайки и репосты? Нет, с ними надо проводить разъяснительную беседу. Ну, знаете, что я хотел еще поговорить? Вот у нас, хотел поговорить особенно в связи с тем, что вы сказали про зиму, про украинскую экономику. Вот так же, как у нас списывают со счетов и недооценивают Зеленского, и недооценивали, да? А между тем он держится у власти уже 7 лет, в том числе 2 года незаконно. И сколотил мегакоалицию против России. Мегакоалицию. Никто не ожидал от такого, так сказать, как говорили, клоуна, таких сильных политических шагов. Ну, вы эту Подождите, вы это вменяете в заслугу Зеленскому, что это он сколотил мегакоалицию. Да, субъективы. Когда кто-то говорит, ну что толку, что мы будем обрубать нацистов, потому что все российское общество призывает именно к этому. Потому что вот эта перекидка дронами, она ни к чему хорошему не приведет. Понятно, что у Украины больше будет ущерб, но что нам с того? Надо обрубать головы, как делал Израиль. И вот некоторые говорят, подумаешь, они вместо Зеленского поставят другого. Нет, дорогие мои, вы недооцениваете фактор личности в истории. Он действительно очень хваткий, с великолепной политической интуицией, злой гений. И его недооценивать нельзя, так же, как недооценивать, например, украинскую экономику. И вот тут, если вы позволите, да, потому что я читаю, что все, украинская экономика развалится. Да? Надо чуть-чуть потерпеть. Ну, во-первых, мы с 2014 года слышали, что Украина замерзнет. Да? Вот каждый год мы это слышим. Да, ситуация с каждым разом хуже, но итоги за 2025 год показывают, что у украинской экономики, извините, рост в 1,5% ВВП. И этот рост надо объяснить, да? То есть, несмотря на то, что у украинской экономики шокирующий долг 213 миллиардов долларов. Но этот вот рост, он обеспечен внутренним потребительским спросом, а не экспортом. За счет чего?
То есть за счет вот этих постоянных денежных вливаний эти деньги мгновенно попадают в экономику, которая выделяется, ну, за исключением, конечно, части того, что воруют приближенные к Зеленскому группировки. То есть люди покупают товары, оплачивают экономику, это создает мультипликативный эффект. И, значит, важно понимать, когда мы говорим про украинский долг в 213 миллиардов долларов, что составляло 98,4% от ВВП. А в этом году МВФ предполагает, что этот долг достигнет 120% ВВП. Мы должны понимать, что это не рыночные облигации под какие-нибудь 10-15%, а преимущество кредиты от МВФ, ЕС, Всемирного банка по ставкам 1, 2, 3% годовых. Значит, и графики растянуты на 15-20 лет. И в прошлом году украинским правительством была осуществлена реструктуризация коммерческого долга, и это снизило нагрузку по его обслуживанию примерно на 4,5 миллиарда долларов. Меньше начали платить. Но это я к чему говорю? К тому, что нам надо оценивать адекватно и политические угрозы от Зеленского, и военные угрозы, что с каждым разом все выше и выше уровень технического оснащения украинской армии, и экономические моменты. Мы говорим, вот они, даже война остановится, и они развалятся, они не смогут обслуживать долг. Нет. Плюс не забывайте, что им спишут сколько этого долга. Просто спишут росчерком пера. Поэтому мы должны понимать, что с моей точки зрения, просто моделирую, как эту зеленую гидру уничтожить. Значит, первое. Нужен огонь по штабам. То есть субъективный момент. Прежде всего, главарь этой гидры. Второе, то есть вот первый момент очень важен, да, то есть субъективный. И второе, с учетом того, что оружие-то есть у украинской стороны всякое, но нет личного состава. Нужна стратегическая военная операция. Желательно по нескольким направлениям. Пока нет личного состава, пока Запад не решил этот ребус с личным составом, ну, вы же не будете отрицать, что у Украины есть любое самое современное на сегодняшний день оружие. Там от Хорнетов до новых сейчас там планирующих бомб и так далее. У них нет личного состава. Так вот, пока они не решили и этот ребус, а мы видим, что с 2022 года, еще вообще с первых поставок джавелинов мы обсуждали, и надо было тогда бить по рукам, мы не дали по рукам, и сейчас Украина действительно похожа на стальной дикобраз, но нет людей. И вот пока нет людей, нужна стратегическая военная наступательная операция. Нужен очень серьезный рывок. Сейчас самый лучший метод, особенно с учетом, самое лучшее время, особенно с учетом внутриполитических проблем в Украине. Нужно проводить стратегическую наступательную операцию и стремиться туда, к линии Днепра, чтобы расширять буферную зону. А надежды о том, что им не дадут оружие, что значит, что украинская экономика распадется, нет, они находятся на капельнице, и эту капельницу будут все время насыщать, насыщать, насыщать. Станков у них достаточно и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Будут печатать и давать. Смотрите, я по поводу кризиса политического немного, ну вот хочется такой взгляд ваш политический, политтехнологический даже со стороны. Ну, проходят эти картонки, да. Уже вроде все уже решил Зеленский. Все, там Хмару назначил ИО, Раду отправили в отпуск. То есть все нормально. Федорову якобы предлагали быть каким-то советником, он не согласился. Вместе с этим все выходят за Федорова с теми картонками. На концерте в городе Киев там выводят его портрет, все скандируют. В общем, такая очень классная политтехнология. Причем противопоставление идет какое? Вот Федоров, вот Сырский. Ну, как бы не Зеленский, не там еще кто-то. Сырский. То есть конкретно.
Это Сырский во всем виноват. Более того, разные военные есть, которые в публичном пространстве пишут о том, что мы проиграем без Федорова. Представляете? Значит, креатив, конечно, прет. Сыр с плесенью, а не плесень, типа зеленая. Ну, то есть вот так вот, очень, очень жесткие идут какие-то комментарии. Выходит Корчинский, подпевала власти, типа националист из братства, хотя националист такой с натяжкой, который там рассказывал, ну там евреи, а потом с синагогой, в общем-то, киевской, так сказать, поручкался. Говорит, то, что происходит сейчас в Киеве, это прямое продолжение антиукраинского бунта во Львове, только с картонками. Значит, там, во Львове, атаковали ТЦК. В Киеве атакуют военное командование. Во Львове мобилизации сопротивлялись, а в Киеве верховному главнокомандующему мешают кадровую политику строить в сфере обороны. Очень скоро мы увидим на этих картонках «Вон ВСУ». Ну, то есть не Сырский геть, да, а геть ВСУ. Шутят по-разному в соцсетях о том, что, ну, военные, о том, что надо понимать, что Сырский из-за митингов просто так не уйдет, потому что русские не сдаются. Ну, это как бы так смешно. Ну, и реагирует жена, да, Федорова. Там очень много у нее сообщений. Она, конечно, немножко в шоке из этого всего. Говорит, мне страшно, люди, вы сошли с ума. То есть берут фотографии, в общем, переставляют там местами, используют в соцсетях. Мне страшно жить в стране, где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результаты достойной защиты справедливости, а начинают создавать больной культ личности. Хотя нет, не культ, икону, настоящую икону. Я очень хочу жить в стране, которая борется за свои права, честная, прогрессивная, прозрачная, но еще больше в стране, где царит адекватность, а не массовая эйфория, где президента выбирают не пубертатом или овуляцией за сутки в соцсетях, а холодным разумом, критическим мышлением, сильной психикой, потому что последствия другого подхода мы уже видели. Я хочу, чтобы моя дочь росла в стране, в которой не преследуют, не делают из людей кумиров, где люди знают себе цену, где у женщин самоуважение, где достоинство, ну и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Это кого жена написала? Хорошо написала. Жена Федорова об этом пишет, потому что то, во что это все перерастает и превращается, пугает даже уже самых близких соратников. Кажется, вот я вот эти 2 дня картонок предупреждал, что это все, конечно, может быть очень красивое шоу. И, в принципе, мое аналитическое умозаключение, вот этот пост, там много этих сообщений от жены Федорова, это подтверждает, что это все цирк. Ну, то, что устроили. Но имеет свойство подобные вещи заходить слишком далеко, и, кажется, кто-то давит на газ, когда Сырский с зеленой плесенью сыр, понимаете, когда вот это вот. И понятно, что пытается Зеленский отморозиться, прикрыть, в общем-то, глаза на все. Сейчас там недельку-другую пошумят и разойдутся. А если не разойдутся, потому что все политически и политтехнологически очень и очень на тоненькую? Значит, взгляд со стороны, да. Ну, первое, поразительно, насколько супруга Федорова Описала выборы Зеленского? Да, поразительно, да. Потому что это выборы Зеленского. Это слуга народа. Вот он, значит, парень на велосипеде, который за мир и за толерантность и инклюзивное общество. То есть она это все просто описала лучше всяких политологов. Вы знаете, я бы даже так точно, с учетом того, что не в контексте, не описал бы то, что описала она. Это очень правильная, значит, запись. Теперь понятно, что происходит. Одну банду отстранили от кормушки. Вот все. И эта банда вывела своих, так сказать, соросят на улице. Ну, это же все понятно. Но господин Федоров
Ну, понятно, всю эту личность можно прочитать в интернете, понять, кто это такой. Это жулик, который продавал лекарства для похудения, потом оплачивал боты, да, то есть там клейма негде ставить. Он плоть от плоть молодого украинского государства и кровь от кровь, да. Жулик, прохиндей, аферист. Но он сделал очень серьезную ошибку, политическую ошибку. Он в военное время выступил с заявлениями о дестабилизации и даже поставил ультиматум. Поэтому, не только Корчинский, который изображает себя националиста, как Собчак с Надеждиным изображают себя либералов, да, но и любой украинец, значит, не оценит такие заявления, потому что идет военное время. И я тут как бы прекрасно понимаю, что он ошибся. Хотя вот у Федорова, да, с учетом того, что его начали там раздувать, раскручивать, и он ушел вот в этом ореоле якобы эффективности, у него были бы неплохие шансы баллотироваться на ближайших Куда? выборах. Замечательный, потому что, смотрите, Куда? конкуренты На все каких Зеленского. выборах? На каких выборах? Так, подождите, на каких мы сейчас подумаем? Они же все равно рано или поздно будут. Так Ну, не подождите, вот бесконечно ж. стойте. Нет, я с вами буду сейчас спорить. Залужный же красавчик, лучший кандидат, обогнал Зеленского. Все классно, а выборов-то не случилось. Залужный Да. обнулился. Понимаете? Почему? Потому что... Человек, нет, когда человек ставит лайк убийству, да, это же его лайк, вы помните, когда записали «я бы тоже убил» по случаю вот этих, да, значит, командира этого 155-го бригады, да, по-моему, значит, и он поставил лайк. Все. Дальше это такой подарок политтехнологам. Все. Человек публично поддержал расправы и убийства. Все. Значит, Буданов также обнулился. Сначала косил под семита, потом начал вдруг молиться за Зеленского. Все, Кириллка слился, пустое место. Юлю повязали, значит, на деньгах с поличным. Порошенко запретили решением суда. Вы смотрите, как Зеленский, как говорит, клоун, а всех раскидал. Вообще всех. И вот Федоров бы, это мог быть очень неплохой вариант. Ну, может, он и будет, когда будут выборы. Но в военное время он выступил публично с призывом уволить главнокомандующего, которого поддерживают войска, в том числе потому, что этот главнокомандующий не имеет отношения к деньгам. Федоров грубо вмешался, это, пытаясь со стороны объективно анализировать, грубо вмешался в компетенцию Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он нарушил негласные правила не выносить ссоры из избы для, значит, того, чтобы мы это все обсуждали, хохотали, смотрели, да? Поэтому у него перспектив среди политической элиты, с моей точки зрения, нет. Понятно, что причина это вся банальная, драка за потоки. Тут я согласен с вашими экспертами. Никакой иной причины нет. Может быть, он или задавал вопрос, или пытался одни фирмы заменить другими фирмами. Вот. Поэтому первый момент это то, что Федоров сделал не совсем правильно для воюющей страны. Это вообще измена. Вообще, с Ну, военной смотрите, точки тут зрения. же тоже можно это все через менталитет, архетип украинский протянуть эту историю. Ведь в Украине же всегда так. Ну, это если брать, что это казаччина, ну, вот собрались все дружно, скинули гетьмана, нового поставили, понимаете? Ну, то есть только там не картонки были, а другие атрибуты этого всего. Собрали раду, все, сбросили, не нравится гетьман, поставили другого. И тут же все очень и очень тонко. С какого, ну, вот, с какого боку? То есть, ну, Федоров же, я согласен с вами, он не просто там, он прям подорвал эту всю историю. Он говорит, что бусификация вот эта жесточайшая, это потому, что мясник сырский. Вот, ну, мясник на фронте, он мясник в тылу.
плохой Сырский. Сейчас запускают этот нарратив о том, что все там опытные, такие яркие, инновационные командиры, солдаты, сам Федоров, их отодвигают, чтобы что? Чтобы действовать, чтобы не победить Россию. То есть тут же очень момент тоже важен. Смотрите, как летит, бьет, горит, все, перелом в войне, пресса пишет, сейчас побеждаем. А тут Федорова убирают. Все получается. То есть эта власть играет на Кремль. Ну, то есть вот так это все может как бы выдаться. То есть мы видим на самом деле вот как это все слишком далеко и заходит. Понимаете? И даже вот испугалась бедная женщина, супруга Федорова, по поводу там кумира, по поводу... Так это все классно и ложится. Если НАБУ, как это год назад, когда выходили с картонками, это нечто обезличенное, неэффективное, и мало там, ну, бог знает, что там происходит, то как бы тут конкретно есть Mortal Kombat, понимаете? Там какой-нибудь Сядзира, Сырский и какой-нибудь там другой герой-персонаж, какой-нибудь дракон какой-то, синий или еще какой-то. Вот вам Федоров. И они вот схлестнулись, и всем интересно за этим наблюдать. А что за этим стоит? Распил, дележка. Зеленский поставил всех, кого надо. Поклада поставил. Поставил. Кима даже вытащили из Николаева и поставили там Минветеранов. Все конфигурации. Корецкий, то есть очень удобный, свой. То есть тут как бы, ну, в общем, Ермак, не Ермак, это все уже все. Это Кабмин Зеленского. Вопрос только заключается в том, что вот этот политический фейерверк еще раз подчеркиваю, несуществующих выборов, это ну, для того, чтобы отвести внимание от тех кадровых назначений, которые нужны были Зеленскому. Вот и все. А выборы могут быть, ну, там, следующей весной. Ну, выдержит рейтинг Федорова до следующей весны, это в лучшем случае? Нет. Ну, то есть, нет. Сейчас там говорят, к нему придут с наручниками, там найдут коррупцию, пришьют что-нибудь. И хорошо. И вот минус еще один конкурент. Поэтому тут как бы нужно ковать железо, пока горячо. Но не куется. Почему? Ну, вот вы сами сказали, да, что вот вам и клоун. Смотрите, как раскидал всех, и смотрите, как закрепился. И смотрите, как всех обнулил. Даже самых богатых людей Украины. Достаточно сказать, что доход Порошенко за войну превысил совокупный доход всех депутатов Европарламента. Например, очень важная цифра. Поэтому действительно вы правы, что от рейтинга Федорова ничего не останется. Более того, если у Зеленского есть чуйка, она у него безусловно есть, он сделает все, чтобы нейтрализовать и Федорова. Потому что это очень серьезный конкурент с учетом того, что украинское общество незрелое. И действительно из Федорова пытаются лепить конфетку. Хотя это жулик и прохиндей, на котором негде ставить клейма. Но, значит, вопрос, будут ли эти выборы. Ну, я вам говорил, что со встреч российских дипломатов я узнал, что американские коллеги очень просят, передавая желание украинской стороны, дать провести в Украине выборы. Очень просят. И один из аргументов у дипломатов американских такой, ну, вот вы же говорите, да, и что общество там против, да, там Зеленского или там других изберет, да, вот давайте, дадите провести. Значит, ну, в результате этих возможных выборов уйдет очень важная уязвимость Зеленского. У него она очень серьезная, потому что никакая конституция Украины, никакие, да, значит, законопроекты, законы в ее развитии не позволяют продлять полномочия президента. И 2 года он сейчас находится в абсолютно нелегитимном статусе. Кстати, почему-то его перестали подсвечивать, этот нелегитимный статус. Мне кажется, что российская сторона должна занять более четкую позицию.
Но провести выборы Зеленскому, с моей точки зрения, нельзя давать, потому что они нарисуют процентов 80, да, все это чушь, там, что его рейтинг, значит, вот смотрите, как упал, да, ну, в условиях отсутствия конкурентов. За кого еще можно голосовать? Мы только что перебрали всех от Будмана или Буданова до Порошенко и Федорова, Тимошенко. Ну, все на лопатках лежат. Залужный, ну, это вообще даже не обсуждается. Чувак на аттракционе во время того, как, значит, катали эти ребята, военнослужащие с двух сторон гибнут, он на аттракционе, на колесе обозрения в Лондоне катается. Ну, понимаете, как это можно сочно, любой политтехнолог это раскрутит, а потом еще ставит лайк убийству мирных украинцев. Он ставит лайк, что я бы тоже так сделал. Ну, понимаете, все. Это просто сейчас сильно не подсвечивает, но любая компания – это всегда подсветка твоих косяков. Залужный конкретно облажался вот с этим пальцем вверх. Конкретно. Поэтому, смотрите, конкурентов у Зеленского нет. Поэтому я и говорю, что нужен огонь по штабам, потому что это вызовет дестабилизацию. А теперь представьте, если огонь под штабам принес нужный результат. Не перекидка дронами и ракетами баллистическими, которые скоро будут и в Украине. Ну хорошо, пусть значит, осенью, как говорит Штиллерман, там, через год, но все равно будут эти ракеты. Ну и к чему это приведет, эта ракета? Мы 20 ракет, а они 3 ракеты всего лишь. Но эти 3 ракеты тоже убьют огромное количество людей. Соответственно, нужен огонь по штабам. И вот представьте, если этот огонь по штабам, значит, прошел с той же эффективностью, как проводил Израиль или США в Иране свои операции, да, касаемо руководства. Вы представляете, что начнется? О, это лучше всяких успехов на фронте и контрнаступательной стратегической операции. Она тоже необходима. Но вот вы представьте, просто если исчезнет Зеленский. С учетом вот этих миллиардов, которые на кону выделяются, в том числе в кэшем завозятся на территорию Украины. И представьте, тут группировка, значит, Будмана, Порошенко, Федорова, Сырского, Стефанчук. Вы представьте, что начнется, особенно с учетом того, как вы подчеркнули, украинского менталитета. Это будет лучше всякой стратегической наступательной операции. Поэтому не зря Зеленский в последнем выступлении, если вы обратили внимание, зашился какой-то там оргстеклом каким-то. Он же не зря это сделал, Ну, никогда это такого не как, было. вроде как фейк, говорят. Ну, Как фейк, если ну на всех так. фотографиях На было. каких всех? Нарисовали? Да, Фейк? ну, то есть на Ну видео хорошо. ну, в принципе, на видео может, конечно, оно не считываться, да, но, в общем-то, ну, в общем, утверждают, что это фейк, давайте так. Хорошо, пусть будет это фейк. Значит, но огонь по штабам – это лучшая тактика, которая защитит гражданское население и России, и Украины от того, от той эскалации, которая, безусловно, будет еще в большем объеме в ближайшее время. И особенно с учетом надвигающейся зимы. Только огонь по штабам. Вот моя точка зрения. Что касается Федорова, ну, вообще, конечно, на это все забавно смотреть, и у вас в эфирах это уже все пересосали много раз, но мне вот хотелось бы, чтобы какие-то украинские журналисты поговорили с этими участниками картонных майданов, да? Ну, одно дело, если им там подкидывают денежку, да? Ну, как бы, ну, тут все понятно. Да? Там 100 баксов дали, вышел, там 200 евро дали, вышел 3 раза. Но если они действительно вот так думают, так поддерживают, так делают иконы, мне хочется спросить, почему они ни разу за эти 5 лет не выходили по поводу резонансных, действительно человеконенавистнических событий, шокирующих событий, не выходили ни разу. А выходили только тот первый картонный Майдан, да,
и второй картонный Майдан. И это все эксперты вопрошают. Но, к сожалению, никто из украинских журналистов не спросил у этих участников. Так а почему вы не выходили на площади, когда вы видите, допустим, как украинские военкоматы ТЦК относятся к своим Ну военнослужащим? почему Или выходили? почему? Ну подождите, ну стойте. Когда? Ну вот это Харчинский же вспоминает Сихов во Львове. На следующий день пришли, всех зачистили жестко, поломали морально, заставили кричать «Слава ТЦК». Все в порядке в этом отношении. То есть тут мы имеем дело немножко, вот как вы начинаете тут, не надо недооценивать, да, как это, режим и систему. Человек не может сам противостоять этой системе, тем более, что украинцы в заложниках. Но вот в завершение, чтобы точку поставить нашего разговора, я хотел бы опять-таки про технологичность поговорить. Ну вот Федорова. Все же очень технологично. То есть технологично народ вышел. Вы говорите, поговорили, журналисты. Ну, говорили. Нет, есть такие, которые вообще не понимают, за что они стоят. А есть такие, которые так и говорят, что у нас лучший министр обороны, что у нас там совок, сапог керзовый, этот сырский, что нет никаких побед. Тут же, понимаете, это же если докручивать эту историю противостояния Сырского и Федорова, тут, ну, это разрыв украинской армии изнутри. Где победы? Конкретно Сырского. Где? Ну что, ну давайте посмотрим на карту, чего добился Сырский. Ну вот конкретно. Да, какие там есть территориальные... У него же, у Сырского, да, у него нет к деньгам отношения, но у него есть четкий показатель, как в спорте. То есть там прошел сколько ты метров, сколько прошел, сколько не прошел. И получается, что территории теряются, ситуация усложняется, эвакуации все больше и больше. У нас там то скандал в Скеле, то этот самый, то ТЦК, то еще, то еще. У Сырского с точки зрения там, ну, вот, медийная очень слабая позиция. У Федорова, она, видите, сильнее. Он себе забрал этот ореол технократа, вот это все, как говорят, пожалуйста. И поэтому тут если просто дальше качнуть, то посыпется вся система, как карточный домик. Вот в этом опасность для Зеленского. Но мы тут Трампа с вами вспоминали, и с Трампа начинали, давайте Трампом закончим. Значит, выходит такой товарищ, Джон Рэдклифф, это директор ЦРУ. И он там, у них там саммит по обороне, в общем, в Пенсильвании. Да? Помните, Зеленский ездил в Пенсильванию. И говорит следующее. Наша разведка согласуется с некоторыми данными из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине. Средняя продолжительность жизни российского новобранца, прямо сейчас пребывающего на поле боя в Украине, оценивается в пределах 20-30 минут. От 20 до 30 минут. И потому, что, ну, вы знаете, дроны на базе искусственного интеллекта стали такими специализированными, недорогими убийцами. Конец цитаты. Юрий, плевать. Правду он говорит, неправду. Тут даже не в том, это Пенсильвания, у них там своя... Конечно, врет. Нет, Конечно, врет. смотрите, это все равно. Все равно. Но именно говоря это устами директора ЦРУ, ты немножко начинаешь понимать, какие отчеты ложатся на стол Трампу. И когда ты немножко, ну, понятно, что там для украинцев, белорусов, россиян вот эта война большая трагедия, понятно, что там можно хулить Трампа, ругать, там, материть Путина, уничтожать словесность Зеленского, всех вот этих людей, которые к этой трагедии привели. Но ты, когда немножко включаешь мозг и понимаешь, что так это ему подсунули, это он прочитал Трампу, вот от этого Рэдклиффа, понимаете, например. Да, и вот так они и строят свою политику. Идиоты в синктенках, понимаете, и все вот этого. И неважно, выигрываешь ты, проигрываешь, борешься, какие у тебя технологии, какие у тебя там связи с Китаем, какие там у тебя новые пушки, которые могут сбивать старлинки. Или, например, там, сейчас же все молчат, но в России прям пошла эта история с... Как вот это в Украине там писюны вот эти, да, которые сбивают дроны-перехватчики. В России прям массово это все разворачивается. Причем там такие есть интересные решения, что мама не горюй. И они пытаются это масштабировать.
Ну, то есть об этом же не принято говорить, но говорят об этом. И получается у нас совершенно несоизмеримая картина. А потом мы удивляемся и Трампа ругаем. И я уверен, так же и в Иране, с которого мы начинали, что они там бегают на ослах и ничего не могут, понимаете? И поэтому Трамп себя так и ведет. Сильный мира, получается, короля играет свита. Как так всегда было, особенно в Британии, у англосаксов. Кстати, очень важный, буквально на секунду момент для понимания, чего нам ждать в американо-иранском кейсе. Правительство Ирака разрешило использовать впервые над своей территорией Starlink. Правительство соседнего Ирака. Понимаете, да? Это шаг к очередной эскалации. Они будут использовать спутники Starlink для усиление воздушных атак на Исламскую Республику Иран. Что касается вот этих заявлений Рэдклиффа, слушайте, ну понятно, что чушь собачья, вообще абсолютная. Значит, все его заявления опровергаются данными по обмену телами. Очередной обмен прошел телами. И очередная пропорция 1 к 20 не в пользу украинской армии. Так если ты говоришь 30 минут, значит, русский солдат, так украинский что, минуту, получается, живет? Нет, конечно, они со времен еще пробилки Колина Пауэлла, которые потрясали, они проверяют, подают на стол непроверенную информацию. И убиенные ими эти девочки иранские, да, это тоже было технический косяк, грубо говоря, да? То есть понятно, что не специально-то хотели девочек уничтожить. Просто по картам их старым это был военный объект, база КСИР. Вот. Поэтому они пошли на такое преступление. И наверняка действительно они опутали Трампа и дают ему информацию, в том числе о ситуации внутриполитической, о том, что вот сократилось производство нефти, это действительно так в России. Производство бензина сократилось, да, на 25%. Это действительно так. Но это все равно не приведет к проигрышу России. Все равно Россия победит в этой ситуации. И более того, давление на Россию приведет к тому, что российские элиты и народ придут к страшной могут прийти вещи. К тому, что не нужен нам, не нужен им братский народ. Вот они могут прийти к этому выводу. Давайте делать просто буферную зону, непригодную для жизни. Это вот к чему могут привести такие волюнтаристские идеи окружения Трампа. Но я хочу сказать, что все-таки мы надеемся на то, что разум когда-нибудь возобладает, и белорусы с болью смотрят на это все и делают все, чтобы эта дружба между тремя народами сохранилась. В эти минуты у нас проходит, вы знаете, 35-й юбилейный славянский базар в Витебске, и ведущая от Украины Диана Панченко, которая там находится, она выступает на сцене и тоже участвует среди трех ведущих от России, Беларуси, Украины. Поэтому мы все-таки цепляемся за этот нарратив, хотя я знаю, что в России он становится все больше и более непопулярным от трех братских народов. Это и цель — разбить это все. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.